Как от сырости, плесени и грибка избавиться навсегда? Многие из вас сталкивались с проблемой грибка и плесени. На бетоне, кирпичах, плитке, обоях всегда появляется плесень. Это портит вид и вредит вашему здоровью. Сегодня я расскажу, как избавиться от плесени без особых усилий. Никаких средств не понадобится. Обучение стоит всего 2000 рублей. Меня зовут Горецкий Александр. Я занимаюсь медициной, и в моей практике очень много проблем, связанных со здоровьем, создаются сыростью, плесенью. Эти проблемы не дают возможности человеку выздороветь. Не занимаясь причинами заболевания, невозможно создать условия для того, чтобы он был здоров. Для этого сегодняшний наш курс обучения будет связан с тем, как побороть плесень, сырость в доме. Сегодня я хотел бы обучить и рассказать вам методику, которая позволяет со стопроцентной эффективностью пожизненно избавиться от сырости в доме, как избавиться одновременно уже и от болезней, связанных с этим. И я думаю, что вы все поймете, что это является правдой. Здравствуйте, уважаемые зрители. Меня зовут Горецкий Александр. Я занимаюсь медициной, и в моей практике очень много проблем, связанных со здоровьем, создаются сыростью, плесенью, инфекциями, и эти проблемы не дают возможности человеку выздороветь. Не занимаясь причинами заболевания, невозможно создать условия для того, чтобы он был здоров. Для этого сегодняшний наш курс обучения будет связан с тем, как побороть плесень, сырость в доме, если она связана с тем, что идет эта сырость с фундаментов, с земли, так называемая капиллярная сырость, которая происходит в домах, в множестве домов, которые и частные, и многоквартирные дома. Поэтому сегодня я хотел бы обучить и рассказать вам методику, которая позволяет со стопроцентной эффективностью пожизненно избавиться от сырости. Эта методика в Европе стоит от 250 до 500 тысяч рублей. Это методика, которую используем мы, я которую буду вам рассказывать. И обучение будет стоить всего лишь 2000, а само оборудование, которое нужно для использования этого метода, всего лишь будет стоить от 2 до 5 тысяч. То есть экономия стократная. Так что я вам сегодня расскажу, как один раз на всю жизнь избавиться от сырости, от плесени в доме, как избавиться одновременно уже и от болезней, связанных с этим. И курс обучения будет всего лишь стоить 2000, а эффект пожизненный, если вы хотите, можете внизу под фильмом ознакомиться с условиями приобретения обучающегося курса. Вас очень прошу внимательно ознакомиться с информацией, которая там дана. И я думаю, что вы все поймете, что это является правдой. Вот это все кадры, которые мы показываем, они связаны с капиллярным нарушением в строительстве дома, и фундаменты не были изолированы. Изоляция фундаментов, она очень важна. Мало кто из строителей, а сейчас очень много халтурщиков, есть непрофессиональные гастарбайтеры, которым все равно, что и как делать. Поэтому и старые здания, которые уже не имеют хорошей изоляции, и новые здания, которые сделаны непрофессионально, имеют огромные проблемы с тем, что плесень, влага, она постоянно в здании, и жить в таких зданиях, хотя они и хорошие, и добротные, невозможно. В Польше, в Европе существует одна из фирм, которая продает приспособления. Вот я вам сейчас предоставлю сайт Аквапол. Эта фирма находится в Польше, на юго-западе Польши, бывшие немецкие земли.
небольшой город Свободицы, и они используют технологию, которая позволяет без проблем избавиться от влаги. Что это за технология? Принцип работы этой системы, самый эффективный метод борьбы с влагой и плесенью в зданиях, это разработка австрийского инженера Вильгельма Махорна. Его изобретения были разработаны в 1992 году. Согласно заявленного автором метод заключается в блокировании процесса подъема капилляров воды в стенах зданий с помощью индивидуально подобранных устройств, которые соответствующим образом взаимодействуют с магнитным полем Земли, создают разницу электрических потенциалов, заставляя молекулы воды двигаться не вверх, а вниз. Влажную стену можно сравнить с гальваническим элементом, в котором зона фундамента имеет положительный потенциал, а верхний предел сырости стены имеет отрицательный потенциал. Электролит – это вода с растворенной в ней солями, которая заполняет поры в земле, в фундаментах и стенах домов. Обычно под воздействием магнитного поля Земли происходит движение электрических зарядов и молекул воды вверх. В результате происходит капиллярное поднятие воды, влаги в фундаментах и стенах вверх. Даже на много выше уровня Земли, на несколько метров может даже подниматься вода выше уровня. Устройство, которое изобрел этот ученый, воздействует на влажные стены здания соответствующим поляризованным магнитным полем таким образом, что оно изменяет их неблагоприятный электрический потенциал, в результате чего вода движется в обратном направлении, вниз, в основание здания. В то же время вода из влажной зоны постепенно испаряется в окружающую среду путем диффузии. Предложенная система в зданиях выполняет две важные функции. Во-первых, она обеспечивает функцию горизонтальной изоляции, эффективно блокируя капиллярный эффект естественного поднятия вверх влаги. А во-вторых, сушит стены до их надлежащего состояния и поддерживает это состояние постоянно в течение десятилетий без каких-либо затрат на электроэнергию и содержание. Устройство устанавливается один раз и на всю жизнь с пожизненной гарантией эффективной работы. Система экологически безопасна и проста в устройстве и эксплуатации. Система может использоваться в зданиях и из различных видов строительных материалов, кроме зданий из дерева, с различными функциями: жилыми, общественными, промышленными, хозяйственными и медицинскими. Такая система особенно рекомендуется в исторических зданиях любой сложности, химических препаратов, подрезки стен, бурение инъекционных отверстий. Также не используются электрические сети или агрегаты. Установка системы никаким образом не мешает текущему использованию объекта, не угрожает конструкции зданий и можно использовать независимо от погодных условий и времени года. В качестве источника питания устройства используется естественное магнитное поле Земли, с которым взаимодействует устройство, что делает технологию простой и экологически безопасной. С момента установки устройство постоянно находится в помещении для поддержания непрерывности процесса эффективного выравнивания капиллярного подъема влаги и таким образом выполняет функцию постоянной горизонтальной изоляции. А сейчас в двух словах еще расскажем принцип действия и откуда я имею информацию, как сделать данный прибор, который стоит громадные деньги. В Польше его стоимость, минимальная стоимость, это 14 тысяч злотых, это в переводе где-то 250 тысяч российских рублей. Это минимальное, а если нужно несколько приборов, то, соответственно, еще дороже. Какой-то
период я приобрел здание, и это здание было с нарушением строительных работ. Видно, не было гидроизоляции в фундаментах стен. Этому зданию было больше 100 лет, и в связи с тем, что раньше гидроизоляционных материалов фактически не было, и здания строили с нарушением как бы этих норм. И плесень, которая шла с фундамента вверх, она разлагала кирпич, она постоянно создавала условия для того, что штукатурка, которая была на стенах, она осыпалась, 5 раз на год. Хоть 5 раз в год делай ремонт, все равно она не держалась, влага все равно выходила. Просто чуть ли не текла вода с этих стен. И это было просто катастрофа. И делали ремонт, и бесполезно все. Я узнал о технологии вот этого аквапола, который позволяет осушить стены без каких-то ремонтных даже работ. Эта работа заключается просто повесить приспособление один раз, и все, на всю жизнь уже обеспечен сухими помещениями. Я, как человек, который может проанализировать логически ситуацию по всем необходимым возможностям,